Друзья, привет! С вами снова я, Оля. Сегодня я готовлю пирог с курицей и грибами. Посмотрите, насколько симпатичный и очень вкусный пирог можно приготовить из обычных, самых распространенных ингредиентов. А главное, это совершенно несложно. В общем, дальше видео все вам покажу. Ну и первым делом я займусь тестом. Беру 100 грамм мягкого сливочного масла, одно яйцо и щепотку соли. Вилкой разминаю, просто чтобы потом было удобнее соединить его с мукой. Супер тщательно разминать не нужно, достаточно вот до такого состояния. Теперь постепенно в несколько этапов добавляю муку, замешивая тесто. Я использую 200 грамм муки, это приблизительно 1,5 стакана. Пока тесто не сильно густое, его можно месить вилкой или лопаткой, а затем продолжить вымешивать руками. Долго не надо, буквально до того момента, пока вся мука не вымесится, тесто станет однородным и не будет прилипать к рукам. Теперь накрываю пленкой и отправляю в холодильник минут на 20-30, пока буду готовить начинку. А начинка у меня из курицы и шампиньонов. Сначала нарезаю филе мелкими кубиками. Беру одну грудку среднего размера, примерно грамм 300. Нарезаю не сильно малюсенькими кусочками, а вот такими, приблизительно 1 на 1 сантиметр. Этого количества филе как раз будет достаточно. И обжариваю его на сливочном масле до полуготовности. Даю большей части жидкости, которую пускает филе, испариться. Тем временем нарезаю шампиньоны. Грамм 400 как раз будет в самый раз. Режу их тоже небольшими ломтиками, но и не сильно мелко. Шампиньоны в процессе жарки отдадут большое количество сока и сильно уменьшатся в объеме. Поэтому вот такими кусочками будет достаточно. Так, курочка уже немножко поджарилась. Теперь к ней отправляю грибы, перемешиваю все хорошенечко и оставляю жариться еще минут на 5. Также мне понадобится одна луковица среднего размера. Ее я нарезаю на кубики. Курица с грибами уже обжарились, немного их подсолить. Добавляю черного молотого перца, туда же отправляю лучок, все перемешиваю и еще пару минут обжариваю до готовности лука. Отставляю остывать. И теперь то, что придает этому пирогу особый деликатный вкус. Для этого смешиваю 2 яйца с солью, чуток их венчиком взбиваю, сюда же 200 мл сливок жирностью 18%, перемешиваю. И финальный ингредиент – твердый сыр. Беру кусочек грамм 150-200 и натираю его на крупной терке. Достаю тесто из холодильника и выкладываю его в форму с бортиками. Кстати, рецепт рассчитан на вот такую небольшую разборную форму диаметром 20 см. Вот так руками все равномерно распределяю, разравниваю, формирую бортики примерно 3 см в высоту. Осталось собрать пирог. Курицу с грибочками выкладываю в форму с тестом. Главное, чтобы начинка остыла, иначе если положить ее горячей, тесто может поплыть. Разравниваю все красивенько и заливаю смесью сливок с яйцами. Вот так. Видите, как раз все покрылось. Ну и сверху сыр. Просто поверх начинки присыпаю. Тоже равномерно, чтобы полностью все покрылось. И теперь в духовку. Температура 200 на минут 40-45. Смотрите по духовке, когда тесто испечется, а сыр сверху начнет немножко темнеть, значит готово. Пирог в духовке может немного подтекать, поэтому я пеку его на противне на полочке ниже средней. Всем приятного аппетита! Пока!